Живя с ним 16 лет, терпела, мучилась. Первый раз он вас изнасиловал. Привел к его бывшей жене. Он с женой продолжал жить как с женой? Он с нами обоими жил как с женами. Это была не моя идея, а их совместная. Кого убили-то? Пытался ее сожитель убить. Пытался выдавить глаз Марату. У него никаких повреждений на глазах нет. Слышал то, что в комнате происходят крики. А кто был в комнате? Отчим и моя сестренка. Я начал задавать ей вопросы, доставал ли он полового органа при ней. Она говорит, да. Чистая девочка, ее никто не трогал. Ну, все истории он придумывает. Все он придумывает. Но сын ваш, Ренат, был в таком возрасте, что помнит, как папа привел любовницу, которая на 2 года всего старше была, чем Старше сын. он, да. Ренат, идите к нам. Добрый день. Мне кажется, что нас с тобой на сегодняшней программе спасет только какая-то доля иронии, потому что по-другому воспринять все то, что мы сегодня услышим в этой студии, наверное, будет невозможно. Ну или мы с тобой отправимся на прием к психиатру, даже не психотерапевту. Да ладно, не утрируй, что тут такого особенного. Если бы я был султан... Сегодня в нашей студии жительница Республики Татарстан Анастасия Урусова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вас к нам привело? Я хочу оградить себя и свою семью от бывшего сожителя, который преследует меня, мою семью и настраивает моих детей против меня. А сколько у вас общих детей? Общих у нас 5. А как давно вы разошлись? 2-2,5 года назад. И с тех пор он вас преследует? С тех пор он нас преследует. А все дети с вами живут? Все дети проживали со мной до прошлого года. После того, как я убежала, все дети остались со мной, я подала на алименты. Он подал встречное заявление в суд на определение места жительства детей с ним. Этот суд я выиграла. Дети по решению суда остались со мной. По времени он забрал этих детей, старших 2. Захара и Женю. Захара, 2 мальчишек, да? 2 мальчишек, Но да. они добровольно к нему пошли? Не могу сказать, насколько они добровольно, но разговариваю, когда с ними, я задала вопрос, когда вы пойдете, мне старший сын Захар сказал, я хочу попробовать пожить с папой. Я говорю, ну, хочешь, пробуй. Как бы он тоже твой папа. Я не препятствовала общению с детьми, с отцом. И я также продолжаю их одевать, собирать в школу, по сезону одевать. То есть мы всегда на связи с детьми, по СМС, по звонкам, на карманные расходы, по возможности. Я им тоже привожу на карту. Угу. А сейчас вы с кем живете? Сейчас я проживаю с Дарьей, Богданом, Макаром и Радмиром, который рожден уже от другого мужчины. И, соответственно, с этим мужчиной? Да. Угу. Ну, давайте посмотрим, как вы живете. Детки, идите кушать, блинчики готовы. Это мои дети. Богдан, Даша, Макар и Радмир. Мы часто собираемся. Слишком часто я стараюсь готовить как печености, так и блинчики. И стараюсь привлекать к этому малышей. То пиццу мне помогут разложить, начинку. Я любила маме помогать готовить пиццу. Я любила готовить колбаску и сыр. Тут у нас детская. Здесь спит у нас Богдан, Макар спит и Даша спит. Так, это мое любимое занятие – вязание, которое приносит мне доход. Это мочалки. Начала я вязать в 2010 году, так как мне не хватало средств поднимать детей. Отец моих детей немного выделял средств, и мне пришлось потихоньку начинать вязать. Заказов бывает то пусто, то густо. Вот эти уже готовые заказы. Я не понимаю, для чего ему это все нужно, Владимиру, зачем он хочет забрать детей.
Живя с ним 16 лет, терпела, мучилась. Зажимал детям, брал голову, зажимал между ног. Вот так вот бил по заднице ребенка. Я старалась, да, чтобы дети это не видели. И я боялась, что я не справлюсь с детьми. Я копила себе деньги, создала подушку безопасности. Я начала 3 года откладывать. Он же детей мучает. Я взрослый человек, я промолчу, забуду. А нет, я не забуду. Не забудут. Он был просто домашним тираном. А давайте начнем с самого начала. Вот даже судя из этого сюжета, где мы мельком увидели вашего бывшего сожителя, понятно, что у вас большая разница в возрасте, да? 23 года. 23 года. Сколько вам было лет, когда вы познакомились, и как вы познакомились? 16 лет мне было. Он работал участковым. Ему было 38. На 23 года у нас разница. А как это возможно? 16 лет вам, а ему столько... А он женат был? Да, он был женат, у него было 2 детей несовершеннолетних. Даже имея связь с вами, он продолжал работать в органах? Да. А все знали о том, что у вас есть связь? Нет, он меня пугал. То, что если я расскажу кому-то, то он меня посадит. А это было обоюдно? Ну, вы влюбились там? Нет, это было не обоюдно. Это было, он меня увез в поле. И А под там каким надругался. предлогом? Ну, сказал, что ему нужно по работе заехать в Сосновку. И Вы сели к нему в машину? Да. И дальше что было? Там, получается, в тот день у меня украли телефон. Так как он работал участковым, я обратилась к нему. Мы ехали из РУВД, это было слишком поздно, уже на улице было темно. И он сказал, что он меня увезет обратно к бабушке, откуда он меня забрал до РУВД. И по пути он заехал, получается, в поле и надругался надо мной. И потом запугивал, если кто-то об этом узнает, я тебя посажу. Ты же знаешь, я милиционер. Хорошо, но это было один раз. А дальше же вы как-то стали жить вместе, и как-то родилось 5 детей. Как это произошло? Так и получилось то, что когда у меня мама узнала о нашей связи, она пошла к начальнику, где он работал. И волшебным образом как-то у меня бабушка села. И тогда я поняла, что он не шутит. Вашу бабушку посадили в тюрьму? Да. Надолго? Да. У меня тогда уже родился 2-й сын, когда она вышла. А по какой статье-то он ее посадил? Убийство человека. Кого она убила? Этот человек ходит до сих пор по поселку. Давайте это оставим. Дальше. Вот первый раз он вас изнасиловал. А все-таки как потом отношения ваши развивались? То он меня привел к его бывшей жене со словами, что она будет здесь жить. И мы жили. Вы жили вместе с его женой, В одной с их квартире. общими детьми в одной квартире. Да. Простите, пожалуйста, а он с женой продолжал жить как с женой? Он с нами обоими жил как с женами. Он всегда говорил, что он мусульманин и имеет право иметь много жен. Вы меня простите, пожалуйста, а вы к нему хоть что-то испытывали? Ну, он меня пинал в живот, он меня избивал. Но, тем не менее, вы продолжали с ним жить, а нельзя было раньше сбежать? Ну, когда еще хотя бы один ребенок был. Да я как-то думала, то, что ребенку должен быть отец. Терпела, молчала. Вы нам до программы сказали следующее. На кухне всегда висел замок, сказали вы. Как только все поедят, он закрывал кухню, никого не впускал. А сладкое у нас всегда лежало в сейфе. Да, в нашей комнате, которая еще была на замке. Это правда? Да. А от кого он прятал еду? А детей? Потому что они, видишь ли, едят, объедают, и на это нужно тратить денег, которые он, в принципе, и не зарабатывал. А он так и продолжал работать в органах? Нет, его уволили. Потом он устроился в Министерство юстиции Татарстана, юристом работал. И потом тоже его оттуда попросили. Когда его попросили, он судился еще с министрами. Умудрился. А вы сказали, что вот после того, как вы расстались, он вас преследует. А это в чем выражается? Выражается в том, что в органы опеки он пишет заявление, что я веду аморальный образ жизни, плохая мама, детей не кормлю, пью, валяюсь. А вы пьете? Нет. Вообще. Ну, могу себе позволить 1 бокал хорошего вина, это в праздник.
Мы поговорили с сотрудниками органов опеки о том, что у вас происходит, и вот что услышали. Мы, как орган опеки и попечительства, выезжали в эти семьи, в эту семью точнее. На данную семью поступали сигналы с отдела образования. Последнее было обращение в том, что дети не посещают школу. Мы выезжали, установили, что в это время отец находится на лечении, и он просто сам решил, чтобы не отпускать детей в школу. Мама била тревогу по этому вопросу, но мы выезжали и определили, папа отпрашивался из больницы, и дети не оставались. Были проблемы в том, что по Захару у него была успеваемость низкая, и были вопросы по нарушению законодательства. Там было кражи, мелкие кражи. Но в последнее время по этой семье вопросов не возникает. Мы наблюдаем, что Анастасия все-таки участвует в воспитании детей, следит. Если бы она была плохая мать, я бы не сказала, ей было бы безразлично. Она не пьет, никогда была не замечена в этом, поэтому сказать, чтобы всех передать отцу, я бы не решилась это. Им просто надо найти общую точку по воспитанию детей. Знаете как? Есть такие люди, которые идут по одному тротуару с ним, видя его, переходят дорогу, только чтобы он в уши не вцепился им. А он, когда вцепляется им в уши, он про кого рассказывает? А знаете, он один раз пришел ко мне, к моей подружке на работу с такой фразой: «А ты знаешь, что Марат сотворил?» Она такая: «Что?» «Ай, ладно, потом, может, Настя расскажет». И ушел. Ну, то есть он ходит целенаправленно и везде про вас какие-то гадости рассказывает, да? Ну, Да. просто он ревнует, наверное, нет? Не знаю. Давайте у него и спросим. Он приехал, спросим, как это жить с двумя женами одновременно под одной крышей. И ревнует он к Марату или нет. Добрый день. Ну что, Настя, как ты была маленькой врушкой, такой и осталась. А, то есть она все наврала, да? Врет. Давайте начнем с поля. В котором вы ее изнасиловали. Я ее насиловал? Ну, она говорит, что да. Ну, это чушь, конечно, собачья. А сколько ей было лет, когда вы познакомились? Первый раз с ней стал сталкиваться, когда она начала совершать правонарушения в свои 12 лет. Ну ладно, вы как участковый с ней познакомились. Да. А как мужчина, когда вы с ней познакомились? Когда ей было 16, почти 17, там И буквально при через... каких обстоятельствах? Обстоятельства были такие. К тому моменту она уже имела 3 судимости. 2. А какое это Что ты отношение врешь-то? имеет к половым отношениям? Я так скажу, инициатива этих отношений прозвучала с ее стороны. Нет, давайте серьезно. Вы же на тот момент были глубоко женаты, верно? Да. И у 2 вас детей. уже имел. 2 детей было. Как вам в светлую голову пришла идея в дом, где вы живете с женой, привести несовершеннолетнюю любовницу? Сразу скажу, это была не моя идея, а их совместная. Жены и Анастасии. А как они познакомились и узнали друг о друге? Анастасия настояла сама, чтобы мы подъехали к ней на работу. Вот ей надо было показаться перед ней, проявить ее чувство ревности. Не знаю, что она хотела сделать. А вы согласились? Я согласился, я же честный человек, я не могу врать. Жена, так скажем, немножко так в шоке была. И? И с тех пор они были, в принципе, знакомы. То есть это они вас попросили в какой-то Да. момент давай Это жить вместе? Не в какой-то момент, вы знаете, я, будучи участковым, имел такую привычку все записывать на блокноты. Каждый где-то машину видел, кто с кем разговаривает. Так, это было в апреле 2007 года. Это была их инициатива совместная. Так у нас связь с тобой в 2005-м произошла. В 2005 у нас связи никакой не могло быть. 2005 июня. Видите, врет. А у вас все записано? Да. Вот они пришли к вам 2, ваша супруга действующая, ваша любовница молодая, и говорит: мы тебя так любим, что хотим жить все Ну, вместе. кстати, так? ты знаешь, подожди, давай сейчас посмотрим. В это очень легко поверить, посмотрев вот это видео. Ку-ку. Чуть начнешь, Аня? Очень далеко заставляет. Я и так что возбудилась.
Ночью будут отправляться самолетом, звонить, становиться. А это чей архив? Мой. Его. Это ваш архив? Да, То есть вы это все снимали еще? да. А скажите, пожалуйста, вы, наверное, еще и интимные отношения снимали? Да, снимал. Все? Ну, не все, конечно, но объясню сразу, да. Мне задавали вопрос, вот, зачем ты это снимал, какой-то я извращенец или что. Я в тот момент уже ждал от нее возможных моментов, что она меня обвинит, что я насиловал или еще что-нибудь, да? А, то есть вы первые свои Да. интимные отношения с ней тоже сняли? Да, естественно. Где инициатива происходит от нее, ни о каком насилии, даже о принуждении там нам не речи нет. показалось. А она была в курсе Ай-яй-яй-яй. того, что вы ее Да, снимаете? естественно. Нет. Еще Я как первый в раз курсе. сейчас слышу об этом. А вы это Пожалуйста. пересматриваете? У меня, знаете, оно записано на дисках, Так. спрятано далеко. Не пересматривать особо-то их времени нет. Но вот, готовясь к этой передаче, я пересмотрел, конечно. Пересмотрели? Да. Ну, а чувства, может, обратно всколыхнулись? Ну, я же не железный человек, так скажем. Наверное, там очень красивые видео получились, так скажу, да. Ну, в данном случае официальный брак у меня был только с Анней. Насчет Анастасии, так скажу, Так что им досталось после того, как вы исчезли из их жизни, такой щедрый, богатый? Им что досталось от вас? Анна после меня жила в моей квартире долго-долго. Вот, А вы пока- переписали эту квартиру на нее? Нет, не переписывал. Ну, то есть она на птичьих правах там жила? Почему? У меня же там дети тоже были, 2 сына еще. Он, знаете, как Чё? говорил, извиняюсь, когда Аня хотела подать на него на алименты, в 2013 году они развелись, Аня все-таки решилась подать на развод, они развелись, и Анна хотела подать на алименты. А зачем же то- она подала на развод? Такая райская жизнь. Ну, получается, когда я уже родила в 2008 году старшего сына, он у нас ездил день тут, день там. Даже Новый год мы делили пополам. С То есть курантой в одной семье, после куранта в другую семью. Было То есть даже... он жил и там, день через день? Да. На обед ходил всегда на Высокой горе ко мне, потому что работал в администрации юристом. Тут 10... Ближе было до вас? На обед было ближе сходить, да. На бензин не надо было тратить деньги. Мгм. И когда Анна подала на развод и хотела подать на алименты, ты что ей сказал? Скажи свою версию, я не помню. Подашь на алименты, вылетишь из моей У квартиры. нас много было разговоров. Нет, я так не говорил. Но Ты мне также сказал, Но подашь что? на алименты. Но что? насчет алиментов, так скажем, зачем алименты платить, когда живут в моей квартире? Я все оплачу в этой квартире, вплоть до интернета, все остальное. Я привозил ежемесячно туда продукты, сахар, там, Слушайте, муку. подождите, Раз в ну месяц. Порошок. подождите. Запас на месяц. Владимир, подождите. Да, У вас с продолжал. Анной сейчас Я какие... продолжал С Анной принимать у вас участие. какие отношения сейчас? А? Какие отношения? Ну, с сейчас у Анной? нас с ней практически никаких. А почему, С как? сыновьями мы общаемся. Почему, как Не вы ври, думаете? ты не общаешься с сыновьями. С сыновьями Они не даже с общаюсь. тобой не здороваются. Давайте не мы ври. посмотрим, как вы с сыновьями живете и как они отзываются о вас и о матери. Вот это мои сыновья, Захар и Женя. Мама с нами не общается. Нет, по комфортно жить. А по Даше, по Макару скучаете? Конечно. Мгм. Если мелкие будут с нами, то мы будем помогать папе. Вот эта комната у нас Захара сейчас. В принципе, планировал ее для Даши. У нас девочка одна. Вот. Там у нас комната Жени. Вот у нас есть двухъярусная кровать. Если получится забрать детей, тоже у них есть будет, в принципе, место. Анастасия, не раз я слышал упреки, в том числе в судах, вот, то, что я не занимаюсь содержанием детей. Все только она на себе несет. Но это клевета. У нас есть с ней мировое соглашение, которое мы заключили, в соответствии с которым я в конце месяца предоставляю отчеты о своих расходах на содержание детей. За август мной потрачено на детей 30 555 рублей. Здесь вот несколько тысяч чеков. Сейчас, если что-то опять произойдет, у меня вот опять это есть. Все доказательства, что я детей кормлю, содержу и все прочее. Покажу вам тоже интересные вещи. Это все ежедневники. Нас больше интересует, когда с Анастасией начинались у нас отношения. Вот 2006-2007 год. Будучи человеком дотошным, вот фиксировал даже вплоть
до интимных отношений. Сколько раз происходило, да? Беленьким указывал с Аней, черненьким указывал с Анастасией. Это для того, чтобы понимать, если вдруг забеременеет, а мое это не мое, например. Детей я своих люблю, всех 5. Я знаю, какая обстановка там, где они сейчас проживают. Я бы просто беспокоюсь за их будущее. Если ты беспокоишься, почему алименты 5 тысяч на 5 ты платишь? Вот по этим отчетам 5 было тысяч видно, на 5. что 30 тысяч я Еще потратил говоришь, на детей. переплачиваешь. Естественно, переплачиваю. Алименты – это ваша обязанность прямая на содержание детей, а не на сахар и на интернет, когда вам вздумается. Это вы можете делать дополнительно, показывая себя, что вы добропорядочный человек. А с учетом того, как вы накосячили, вы просто должны на коленях вымаливать у них прощение. Что вы от нее хотите? От нее лично сейчас мне особо ничего не надо. Мне нужно от наших правоохранительных органов, которые по ее указке и ее сожителя в отношении меня, бывшего сельского участкового, лучшего сельского участкового России 2003 года, да, возбудили уголовное дело по 105 статье. Нормально? 105-я статья, это что такое? Это убийство. Кого убили-то? Пытался ее сожитель убить. Покушение через 30-ю. Покушение, понятно. Да. Теперь скажите, пожалуйста, а Покушение или убийство? бабушка ее кого убила? Она тоже не убила, там тоже покушение было. Она села? Она села на 8 как лет. так Ну и вы получилось? сядете, что ж плохого? Да нет, я не сяду. Видите, не получается. Это вот эта драка, которую мы сейчас увидим. Давайте посмотрим. Давай. Шакиров пытался выдавить глаз Марату. Ошибаетесь. Вот вы посмотрите Я когда внимательно руку- видео. Помолчи, пожалуйста, я сейчас скажу. Я когда Внимательно смотрели видео. Я Там 16 лет молчала. там- Сейчас я молчать не буду. Там именно Марат мне пытался выдавливать Не глазные ври. яблоки. Там а я даже только видно, один когда- раз прикоснулся к нему, 1 секунда всего. Он сразу же убрал свои руки. Не ври. Он прекрасно понимал, Не что это ври. такое. И, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у него никаких повреждений на глазах нет. Не ври. А у меня есть. Мы видим прекрасно на видео. Вы находитесь сверху на человеке, у него красный, то есть вы его душите. Он пытается сопротивляться. Не, а что, он просто так полежал, что ли, там? Приговор по поводу вот этого, что возбудили, был 5 сентября и дали 30 тысяч штрафа в пользу государства. Поскольку Марата в студии нет, но есть Илья, брат ваш. Младший или старший? Младший братишка. Младший братишка, да. Он считает, что Владимир как раз ради наживы и выгоды готов и родного предать, не то что не родных. Давайте позовем, спросим, почему он так думает. Здравствуйте. Да, у нас Володя ради выгоды и лукавого не побоится, ради своей выгоды звание получить, ну и квартиру у кого-нибудь отобрать. Каким образом он участвовал в том, что ваша бабушка оказалась в тюрьме? Получается, он был на тот момент участковым уполномоченным Бирулинского зверсовхоза. У моей бабушки в квартире произошло происшествие. Там то ли убили человека, то ли что. У бабушки жил племянник. Приехал Володя на вызов оформлять. И сказал бабушке тогда, как-то провернул, типа, Лидия Сергеевна, бери на себя все, ты уже пожилая, тебе ничего не будет, а племянника выгораживай, давай, возьми все на себя. Тебе дадут максимум условное. Вот. Ну и бабушка, конечно же, подписала все документы, ну ее и посадили. Никакого условного по обещанию Владимира не было. Почему бабушку хотел посадить? Ну и посадил. Он думал из-за квартиры. Он думал, что овладеет квартирой, там туда-сюда. Ну, а не тут-то было. Там была прописана ее младшая дочь. Слушайте, ну вот смотрите, старшие-то ребята с ним живут и говорят, что отец он хороший. Какой он на самом деле отец? Он отличный психолог. А почему они с ним живут, старшие? Им выгодно. Он уходит на смену.
Они устраивают там бордель, можно сказать. Мы пообщались с соседями в том доме, где... в тех домах, где раньше жил Владимир со своим малюсеньким гаремом. И вот что услышали. Мы дружили, прям, знаете, как тени ходили. Пока он с ней жил, пока вот эта молодая не залезла, мы удивились, как он эту молодую нашел, гулящую. Мы в шоке были. Просто она залезла, семью разрушила, и все. Аня, когда жили, он, придешь, она и гладила, она и мыла, она все, она и в огороде сама была. Но это королева была, вторая жена. Легко, вот эта попа разрез, нагнулась, сигарету за сигаретой курит. Дети бегают. Вот просто семью разрушила она и сама его бросила. А вот как Аню он себе никогда не найдет. Семья такая странная, своеобразная. Детей не могли поделить как-то, находили себе других там женщин, грубо говоря. Находил себе каких-то других женщин, любовницу, муж, так скажем. Не совсем получилась. Обстановка была у меня в семье, тоже мягко сказала. Характер у меня такой тяжелый был. Почему-то Анастасия довольно скандальная женщина. Дети нормально, но особо такие тоже невоспитанные, я бы сказала. Ну, если уж обстановка такая не очень хорошая в семье, то и детьми особо так не занимались строго. Вот к слову о детях. Старший сын ваш, и Владимир, и Анастасия, и Захар, захотел поучаствовать в нашей программе. Я против. Можно не... Я не разрешаю. Он несовершеннолетний. Он несовершеннолетний, но вот поговорите с ним, выйдите. Хорошо. А результатов нам расскажете. Теперь мне слово дадут, да? Нет. Хорошо. Стой, я с тобой поговорю. Вернись. Захар, ты понимаешь, сейчас вот Не это... разговаривай со мной. Я с тобой. Отстань. Я с тобой разговаривать не хочу. Не хочу Ты с тобой понимаешь, что Я не это хочу с тобой. начнется на всю страну. У тебя есть друзья. Я не хочу с тобой разговаривать, мне пофиг. Тебе пофиг, ты подумай о своем будущем. Я взрослый, я выдержу, я не хочу с вытерплю. тобой разговаривать. Ну, то, что она не дает То, что она парню не дает высказаться. выйти сыну и сказать. Такое ощущение, что она боится Она того, что что-то сын скрывает. скажет в этой студии. Естественно, она скрывает. Я не хочу с тобой Постой. разговаривать. Отпусти меня, не трогай. Твое решение. Выходит сын. Я сказала, это его решение. Вы же сюда вышли с какой-то целью, правильно? Ну, доказать всем, что, ну, как бы мы правы. Правы в чем? И мы Правда, это кто? Мы с отцом, ну, мама не права в своих моментах. Она выгнала нас с братишкой в прошлом году. Почему она нас выгнала? Потому что она не поверила в то, что как бы отчим. Мой братишка услышал то, что в комнате какие-то крики происходят. Вот. В этой комнате Захар, находился отчим. сейчас идет клевета. Ты знаешь прекрасно, что правоохранительные органы в этом деле разбирались. Захар, будьте добры, сядьте вот сюда, пожалуйста. Давайте спокойно. Что произошло? Почему мама вас выгнала? Братишка мой услышал то, что в комнате происходят крики, туда-сюда, скандалы. Вот. А кто был в комнате? Отчим и моя сестренка. Женя там, не знаю, что подумал. Потом я начал спрашивать у Даши, что случилось. Вот. И типа он обижал ее, говорит, ну типа бил, там трогал. Вот. Я начал задавать ей вопросы понемногу, а потом начал напрямую говорить, доставал ли он половой орган при ней. Она говорит, да. Даже я на диктофон записал это. Вот. Я инспекторам полиции показал это, дал послушать, они ничего не сделали. Вот. Никого не допрашивали, отчима вашего не допрашивали. Допрашивали, всех допрашивали. Всех опросили. Да. Сестренки вашей, наверное, какую-то экспертизу сделали. Да, сделали. Так. Вот. Ничего В не итоге нашли. дело возбудили против него? Нет. То есть следствие ничего не нашло? Нет. Так, хорошо. А Вы из-за потом этого с мамой поругались? Да. Она вас из дома выгнала? Да. А как это произошло? Типа, при инспекторах она сказала, что, типа, сейчас тут скандалы не нужны, забирайте их нафиг отсюда. Вот, и, типа, здесь они мне больше не нужны, никаких скандалов, туда-сюда. И инспекторы вас забрали? Да, они А забрали куда отправили? В участок. Потом нас отец забрал оттуда. И вы с тех пор живете у папы? Да. А с Маратом это единственный конфликт или еще были? Еще были. Он пьет, Ну, Марат? как он вас бьет? Марат пьет и бьет. Лично вас бил? Мы дрались. Мы пришли к маме, типа, с ночевой.
И, ну, я начал играть, получается, в телефон переснул. Ну, просто играю, слушаю музыку в наушниках. Не ври. Вот, в наушниках. Не ври. Мама начала мне орать, кричать, что нет, все, выключай все, свет горит. А сама закрыла в комнате дверь, потому что мелких укладывает спать. Вот, я сказал, я в наушниках, я убавил звук. Все. Потом Марат пришел, то ли пьяный, то ли что. Ну, я лежал, вот так вот лежал просто, и он начал, типа, говорить, выключи, выключи, начал орать. То есть у него уже слюни изо рта вылетают, когда орет. Вот. Мне стало неприятно, я ему просто врезал. Вот. И все. Ну, получается, вы первые его ударили. Он Да. на вас орал, а вы его ударили, да? Да. Угу. Ну, вот вы сейчас живете с папой, вас все устраивает? Да, Хотите дальше с папой жить? конечно. Ну, на эту программу вы для чего приехали? Сказать, что вы хотите жить с папой? Или что? Или чтобы у мамы забрали всех детей, папе отдали? Чтобы детей забрали. От мамы? У мамы, конечно. Почему? Потому что там живет Из-за Марат. Марата. А если Да. Марата не будет, можно маме оставить детей? Она хорошая мама вообще сама по себе? Ну, так да. Хорошая. Она может справиться, да. Но с Маратом я не хочу, чтобы она жила. Спасибо тебе и, может быть, свободен. Спасибо. Знаете, как получилось? Такого конфликта с дочерью не было. Правоохранительные органы полностью проверяли. Нас таскали, наверное, месяцев 6-7. Ну, слушайте, а таскали. сколько лет вашей дочке? Моей дочке на тот момент было 7 лет. Ну, в 7 лет девочка как может выдумать в своей голове, что какой-то дядя достал половой член? Чистая девочка, ее никто не трогал. И она говорит то, что нет, ничего такого не было. Но все истории он придумывает. Все он придумывает. И потом Но, передает судя детям, нет. чтобы они именно так делали и так и говорили. Судя по половым пристрастиям и привычкам, да, я могу в это поверить. Да, что это все его фантазии. Мама — это всегда мама. Проведя 1 час с Захаром, я увидела, что у него эта фигура, она просто перечеркнута крестиком. Он сказал, мама предательница. Я спрашиваю, у тебя девушка была? Она тоже предательница, на меня бросила. А ты планируешь дальше строить отношения? Я не знаю. Я говорю, ну, папа, если... Ну, ему трудно, наверное, с вами справляться. Если папа женится, нет, папа не женится. Потому что все женщины предательницы. Конечно, в этой студии не хватает одного из ключевых героев. Это вашей бывшей жены. Но сын ваш, Ренат, который был в таком возрасте, что помнит, как папа привел любовницу, которая на 2 года всего старше была, чем Старше, сын. да. Сын приехал. Здрасте. Моя мама пережила много боли, от которой не оправилась до сих пор. А когда мама ушла от него? Ну, получается, 15 лет назад. И до сих пор не может оправиться? И до сих пор, ну да. Ее та ситуация именно очень сильно так задела. Какая именно? Ну, ситуация отца с Настей. А какие отношения с Настей сложились? Нет, вы же почти погодки. Плохие сложились отношения. Почему? Ну, всегда конфликтовали мы. Ну, может, еще потому, что мы были, как, грубо говоря, одного возраста, и я смотрю, тут просто приходит человек, который, грубо говоря, мне... Спит просто... с своим папой. Как он должен к ней относиться? Даже если бы она была прекрасной, замечательной и чудесной. Тут мама, а тут какая-то девка 16-летняя, почти его ровесница. Слушайте, ну когда в 14 лет такая ситуация происходит не где-нибудь в порнофильме, который вы смотрите, а у вас в семье, наверняка это как-то повлияло и на ваши взгляды на жизнь, или нет? В тот момент, да. А сейчас, по прошествии, 15 лет, я понимаю, что, всякое бывает, все возможно. Но вы Вот так. могли бы поступить так, как папа поступил? Вряд ли. Очень маловероятно, вот так скажу. Потому что не могу сказать на 100%, что я бы так никогда не поступил. Но вполне возможно. Вот нормальный бы человек сказал, да нет, это аморально. Это аморально. Есть папа, есть мама, есть любимые дети, где принимают воспитание папа, мама. Смог бы я так привести еще одну, да, и жить? Он не сказал нет. Он сказал, я не знаю. Вот это меня больше всего, да. И там вам тоже сказали, что со временем вам будет с этим очень жить сложнее.
Сложнее, на самом деле. Мы с вашей мамой все-таки поговорили. Почему она категорически отказалась даже слышать о том, чтобы принять участие в этой программе. Вот что она сказала. Вы знаете, когда он связался с этой девушкой своей, с ее стороны по 50 смс-ок мне приходило, и моим детям, с угрозами. Она им писала, что вот у вас скоро появится братик. Вот я еще была его женой, она писала, что, мол, проститутка, не звони моему мужу больше. Она была вообще ненормальная и неадекватная. А в 19 году я переехала, да, по причине того, что вот эта его супруга стала просто-напросто на меня наезжать и говорить, что убирайся из нашей квартиры. И я была вынуждена оттуда переехать. А он даже слова не сказал, меня не защищал. То есть он молчал. Что она делала, он это воспринимал как нормально. Это были очень тяжелые годы в моей жизни. И, честное слово, слава богу, что я сейчас от него подальше, и я не хочу обсуждать ничего. Этот человек давно исчез из моей жизни, и слава богу. Не хочу возвращаться в прошлое, я даже его имени слышать не хочу. Вот этого я не знал, что Настя, оказывается, на нее наезжала. Не знал. Ты не знал. Нет, А конечно. когда ты без работы остался, я с братишкой работала, он водителем, а я кондуктором, и тебе нужно было платить вот за эту двухкомнатную квартиру, я тебе что сказала? Я буду платить коммуналку, но если она будет пустая, и ты ее попросил съехать. Да. Это все ложь. У нее сплошь. В смысле Она не ложь? может без лжи. Все Понимаете, везде она всегда прямо было. здесь на ходу сочиняет. А Вот вы все время правду говорите. Совершенно верно. То, что говорит Владимир, это просто за гранью реальности. Нужно просто патопсихологическое обследование проводить, прежде чем разрешать старшим детям быть с ним в семье. Хочу обратиться к вам, Владимир. Вы знаете, я за свою жизнь встречаю большое количество людей. Но вот таких, как вы, я встречаю первый раз. Вы мало того, что как бы совратили 16-летнюю девочку, ребенка, на минуточку, совратили, вы были в форме, одеты, вы знали законы прекрасно. Более того, вы притащили молодую девушку к себе в семью, где ваш ребенок это видел прекрасно. И не один ребенок, и не один а ребенок. двое. А из семейной ценности вы что ему как своим детям передали? Я вас не могу назвать, это просто мужчину назвать после этого. Я тут сидел, слушал, а этот человек, а ему действительно себя упрекнуть не в чем, потому что он честный. То, что ты испортил несколько жизней, это ты поймешь, может быть, чуть дальше. Нет, не поймет никогда, Саша. Но Никогда гореть не тебе в поймет. аду, в любом, гореть синим пламенем. Этот человек когда-то был признан в 2003 году лучшим участковым. Не знаю чего, но для него это очень важно. Он же в это вцепился. Для него это важно. Я уверена, что этого звания можно лишить. Что любой нормальный человек, выслушав сейчас, работающий в правоохранительных органах, каждый вот из этих людей, нормальных людей, просто не захотят быть рядом с этим человеком. Ну, правда. Это как возможно? Он в этой студии рассказал все, что он, будучи участковым, совратил 16-летнюю девочку. Какой бы она ни была, что он привел ее домой к жене. Ну, вы правда считаете, что надо по-прежнему оставить его это звание? Стыд и позор. Да к любому нормальному человеку очевидно, что все, что вы пишете против своей бывшей сожительницы, вы делаете это исключительно из-за того, что она пнула вас из своей жизни. Это месть. И теперь эту программу увидят все. Стыд и позор. Я хочу, чтобы органы опеки нас в Париже дергали. У детей все есть, им все хватает. Я боюсь спросить, папа 1, 2, 3, Нет. сколько их? У нее в течение вот этого года 3 было мужчины. Дети голодные, печка не топится. Я боюсь, там все лето по крыше прыгали галки. Она может задымить в дом. Я Из-за этого момента боюсь. перьев, Ко мне- которые галки туда накидали. Новый пожар у вас чуть не разгорелся, когда Кирилл... Поджег тряпку дома и сказал, мы будем гореть все в аду. Он набедокурил. И ты его сбагрил в психбольницу. Почему она детей в репцентр сдает при здоровой бабушке? Я без выходных по 2 месяца работаю. Просто неряха по жизни. Просто раньше людей, которые помогали Юле, больше было. А вот почему перестали, рассказывает Надежда Назарова, которая тоже к нам приехала.